Всем привет! Hey, I'm Jason Rockman from the band Slaves on Dope. Check out our brand new album, Horse, available everywhere, and keep watching Metal Detector in Russia. И сегодня в выпуске вы познакомитесь как с молодыми, так и с уже довольно известными коллективами, исполняющими крайне разноплановую музыку, объединенную лишь наличием элементов жанра прогрессив металл. Одним словом, сегодняшняя передача по большей части посвящена прогу во всей его красе. Ну а кроме этих команд вас ждут два новых релиза от самых что ни на есть монстров тяжелой сцены. Смотрим! Открывает обзор легендарная команда из Швеции, записавшая 12-й полноформат. Разумеется, за 26 лет существования группы ее участниками было записана масса синглов, сплитов и живых альбомов. Изначально коллектив исполнял самый настоящий мелодик дэт-металл той самой гетеборгской сцены. Нынешнее же творчество музыкантов можно определить как смесь мелодик, грув-металл и альтернативы. Как бы там ни было, новый альбом получился энергетически мощным и ярким, и без сомнений будет интересен даже многим старым поклонникам банды. Замечательная команда из Франции, основанная в 2005 году, представила на суд публики свой 4-й полноформатный альбом. В этом году в жизни коллектива произошло значимое событие. В его состав влился новый вокалист. Однако смена женского вокала на мужской повлекла за собой и некоторые изменения в общем звучании команды. К добротному и красочному восточному мелодик дэт-металл добавились элементы дум и прогрессив металл, что сделало музыку парней еще более волшебной и завораживающей. Восьмым полноформатом порадовала мощная и весьма нестандартная банда из Америки, образованная в 1992 году. Участники коллектива исполняют яркую экспериментальную смесь таких жанров, как металкор, маткор, нью и прогрессив металл. Сложные и порой довольно нехило запутанные композиции нового диска наполнены отличными джентовыми элементами, брейками и неожиданными джазовыми вставками. Особо хотелось бы отметить сильный и крайне разносторонний вокал, который как нельзя хорошо вписывается в непредсказуемую и оттого, мягко говоря, нескучную музыку команды. Еще одна группа, представляющая Штаты, выпустила красочный 3-й студийный альбом. Команда была создана в 2006 и вплоть до записи новой пластинки исполняла серьезный и качественный мелодик дэт-металл. Однако новый альбом без каких-либо сомнений можно отнести к жанру прогрессив металл с ощутимыми корнями дум-металл и МДМ. Довольно легкий по звучанию, но не по настроению, диск полон как замечательных атмосферных композиций, так и весьма бодрых треков с приятной и ненавязчивой оркестровкой.
А на очереди добротная и, не побоюсь этого слова, грандиозная дебютная работа под названием «На темной стороне» от молодой российской команды «Метроном», исполняющей альтернативу с элементами прогрессив-металл и металкор. Объемный, продолжительностью в 65 минут, концептуальный альбом, который сами участники коллектива справедливо называют звуковым фильмом, состоит из 11 эпизодов, знакомящих слушателя с темной стороной нашей жизни. Примечательно, что концептуальность и постановка присуща команде и на сцене. Так, во время живых выступлений участники группы вовсю используют степлеры, биты, лестницы, веревки и так далее, за что публика мгновенно окрестила их стиль как рестлинг-кор. Стоит лишь добавить, что выход альбома запланирован на конец ноября. Вышел в свет дебютный полноформат, записанный молодой и перспективной бандой из Италии. Парни рубят сложный и жесткий technical death трэш-металл, периодически украшая его грамотными оркестровками. Частые смены ритма, красочный бас, джентовые гитарные обороты и отборные соло, а также отлично вписывающийся сильный вокал – всем этим просто пронизана дебютная работа парней. Стоит отметить, что в работе над этой пластинкой принял участие Томмасо Рикарди, вокалист известнейшей итальянской банды Flash God Apocalypse. Уникальная команда из Румынии после долгого затишья выпустила потрясающий второй полноформатный альбом. Парни исполняют качественный и очень разноплановый прогрессив-металл с яркой составляющей авангард-металл. Новый диск представляет собой волшебную 70-минутную концептуальную историю, полную ярких и неожиданных оборотов. Музыка группы насыщена красочными гитарными и клавишными партиями. Ну а главной фишкой коллектива является выдающийся, тяготеющий к оперному вокал, умело чередующийся с суровым гроулом гитариста этой незаурядной команды. Третий студийный альбом записала бодрая польская команда, основанная в 2008 году. Участники банды жгут не особо агрессивную, но напрочь забойную смесь грув-металл, металкор и модерн-металл. Сильный вокал, жесткие рифы и качающие ритмы. Одним словом, альбом получился интересным и динамичным. За свою историю команда успела разделить сцену с такими всемирно известными коллективами, как Бегемот, Вейдер, Motorhead и многими другими. А в 2014 году, опередив в конкурсе почти 1000 команд, группа выиграла право на участие в фестивале Woodstock. Ну и напоследок юбилейный, 10-й и, как по мне, так весьма удачный альбом от легендарнейшей американской команды всех времен и народов.
Коллектив был основан в далеком 81-м и, конечно же, за столь продолжительный период, помимо полноформатных дисков, выпустил просто невообразимое количество синглов, компиляций и живых альбомов. Примечательно, что за 35 лет существования проекта в его составе произошло крайне мало изменений. Пожалуй, именно этим и объясняется то неподражаемое фирменное звучание, которое радует вот уже далеко не первое поколение поклонников творчества этой замечательной команды. А на сегодня это все. Генеральный партнер передачи – самая крупная сеть рок-пабликов ВКонтакте РМО Media Group. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!